Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за то, что вы со мной, за ваши лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кому покоя не дает твоя удача и твой успех. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, помним, расклад общий, девочки. Мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, баловать себя, радовать. Никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию, да? Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, у меня вышла карта транжиры. Очень часто у меня проигрывается, знаете, не в прямом смысле. Тут человек разбрасывает эти купюры, да, денежные знаки. Не в прямом смысле, что вы сорите деньгами. Очень часто мне это проигрывается, как будто человек свой ресурс растрачивает на что-либо, на кого-либо. Там энергию, свои таланты, время свое тратит. Вот тут так, вот так может проиграться. Сейчас будем уточнять. Так, какая вы? Какая вы? Какая вы, девочка? Ух ты. Тут как будто пришло озарение. Видите, следующая карта, тут в макушку молния стреляет. Ударяет, извините. У кого-то стреляет. Так сказать, радикулит, да? Ладно, шутка. У кого-то, тут, знаете, в один момент, как глазки открылись, это как инсайт, озарение. Офигеть, я столько времени там трачу. То ли на какие-то взаимоотношения. Не обязательно это взаимоотношения с мужчиной и женщиной. Это, в принципе, в коллективе, да, с подругой, даже с какими-то близкими, родными людьми. Я столько вкладываю, опять, это энергии, любви, заботы, может быть, озарение, а я все должна и должна, а мне спасибо даже никто не говорит. У кого-то так, у кого-то вы понимаете, что такое обесценивание, как будто бы уже вошло в колею, да, может быть, люди тупо, извините, уже организм пользуется тупо этим всем. Так, а у кого-то вы просто в один момент, может, прозрели, до вас дошло, что отношения там, даже с мужчиной, знаете, как чемодан без ручки, и бросить тяжело, и тянуть тяжело, и бросить невозможно, и, в общем, у всех разное, но тут вот такое, как будто бы после этого озарения пришло ощущение того, что карта эволюция. Ой, ощущение того, что нужно не зависать, там, не цепляться за какие-то там призрачные надежды. Нужно развиваться. Карта эволюция — это про развитие. Тут и в прямом смысле, там, может быть, новые какие-то планы, стремления, и вы прикладываете усилия для того, чтобы реализовать эти планы, эти мечты воплотились в реальность. У кого-то внешние данные просто, может быть, осознали в один момент, что нужно собой заниматься, нужно любить себя, холить, лелеять, прикладывать усилия, опять-таки, для того, чтобы себе в первую очередь нравиться. Да, как бы вкладываться в себя в первую очередь. На самом деле, девочка любящая, умеет любить. Для вас это нормально, свое сердечко открывать, любить. Ну вот тут как будто бы хотели бы, опять-таки, может быть, взаимоотношений, в которых равноценные будут какие-то, гармоничные эти взаимоотношения. Как будто бы не только чтобы вы давали, да, от вас кто-то брал. Хотелось бы, чтобы это все было, опять-таки, правильно выстроены, эти взаимоотношения. Но тут карта диссонанс. Видите, красивая женская голова, несоизмеримо длинная шея. Это, скорее всего, что вот все-таки перекос есть. Он и остается. Будто бы лишний раз, вместо того, чтобы о себе подумать, тут, может быть, думаете, там, как закрыть потребности, желания даже. Не то, что потребности, а желания своих, там, может, близких,
Не себя на первое место ставите, а опять-таки какие-то хотелки. Пусть и близких, и родных людей, но если бы это, понимаете, в вашу сторону также работало, то тут бы вообще не стоял бы вопрос. Ну, тут как будто бы стремитесь к балансу, пытаетесь удержать этот баланс. Такое ощущение, как будто бы все понимаете, все знаете, но по-прежнему на те же грабли наступаете. Не с одними людьми, так с другими. Может быть, одних вычеркиваете из своей жизни, так как те уже садятся на шею, да, и ножки свесили, или наглеют. Но незримо как будто присутствуют люди, которых, может, не можете и не хотите вычеркнуть из своей жизни. А вот с ними как-то вот по-прежнему. Какой-то перекос идет, опять-таки. Ну и опять, где-то это сродни предательству себя. Вы же меньше времени оставляете себе для собственной какой-то реализации, для раскрытия этого потенциала, опять-таки для того, чтобы самой кайфануть. Ну, хотя многие, ну, я понимаю, я тоже отчасти такая, кайфуют от того, что там могут позволить себе, там, не знаю, сделать какой-то подарок, да, даже, может, там, ребенку, любимому человеку. Ребенок может быть уже, ему 30 лет, но он уже все равно ребенок. Ну, вот такое. Ладно, лирическое отступление. О чем это? Ну вот опять, я спросила, о чем это, вот эта карта человека, который разбрасывает вот деньги эти. Ну, это какая-то история, или ваши поступки, карта замок. Тут, скорее всего, даже вы не хотите слишком на этом акцент делать, уже я быстренько это пробегу. Просто в вашем окружении есть хитрые лисы, которые больше привыкли к воровству. Повторюсь, брать. Ну, и вы уже с этим как бы... Я же говорю, тут как вот эти вот паттерны поведения, это все повторяется, все по кругу идет. Может быть, с рождения еще, может быть, родовые программки какие-то, может быть, учили быть хорошей девочкой. Это вот какая-то... Вы кому-то что-то должны, обязаны, а вам никто и никогда, да? Или заслуживание любви, или скажи вот сделай то, и мама тебя похвалит. Или мама скажет, что она тебя любит, потому что ты там кушать приготовила, убрала в квартире, а не просто так, ну, или то же самое, там, папа, да, вот тут такое может быть, девочки. Так. Вообще по этой карте эволюция вас показывают вас, женщина, которая и внешне привлекательна, и цену на самом деле себе знает. Вы как будто бы тут карта звезда, но стремитесь еще к лучшему. И действительно по звезде тут и интеллект, и таланты. Девочки, тут как будто бы жалко вот ваш потенциал зарывать в песок или куда-либо. То есть перспективная очень. И может быть вы знаете, и подтверждение этому есть там. Со стороны вам говорили, ух ты, офигеть, ты такая, это искренне, это не подхалимаш там какой-то. Так, вот такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, кому покоя не дает ваша удача и ваш успех? Кому покоя не дает? Кто там ночами не может спать? Хотел сказать, скрипит зубами, отвернувшись к стенке. Так, кому покоя не дает? Моя удача, мой успех. А вы думайте о себе. Кому покоя не дает? Моя удача, мой успех. Может, я пару карт вытащу, чего это касается вообще? В принципе, может, какая-то ситуация нам подскажут, сделают акцент. Ну, давайте я открываю. Кому покоя не дает? Моя удача, мой успех. Солнышко, фея, защита. Так, о чем это?
уже то ли длительное время, или время прошло, когда какая-то ситуация тут сейчас была с этим человеком, может быть, связана. Давайте уточним, о чем это. До конца, девочки, так и непонятно. Это мужчина, женщина, о чем это? Так. Это мужчина или женщина? Мужчина. Удивительно. А еще смотрю, тут какая-то феечка. Думаю, ну может быть это на женщину больше. Да. Интересная какая-то информация. Так, мужчина. Король мечей. Хотела сказать, сухарь. Мужчина, кстати, может быть не свободен, женатик у кого-то. Опять-таки, мужчина больше заточен, ориентирован на карьеру, какие-то достижения в социуме. Опять-таки, может, мужские какие-то игры, да, мерятся, у кого успешнее там бизнес, какие-то, опять-таки, приобретения, яхты, пароходы. Ему комфортней, удобнее в мужском сообществе. Может быть лидером таким, довольно-таки, кстати, может быть агрессивным, напористым, таким решительным. И действительно может достигать каких-то вершин в карьере. Так, очень не глупые эмоции. Помимо того, что не глупые эмоции, он свои может держать под контролем, и ни один мускул там не дрогнет. Там даже если вы захотите там, не знаю, провокацию какую-то вытворить, дабы проверить или узнать о его чувствах, этот товарищ шифруется замечательно. Первая карта на него ложится солнышко, девочки. Солнышко. Сам по себе яркий, харизматичный, в любой компании ему рады, умеет расположить к себе все эти там анекдоты, шутки-прибаутки. Иногда может вести себя как эгоистичный ребенок. Это мы смотрим на него, да. При этом какая-то история в его жизни, вот это все-таки. Тут то ли какая-то феечка, он встретил какую-то женщину. Она настолько разнится, отличается от тех женщин, с которыми он привык там коммуницировать или там вообще встречаться, общаться, ну, да, как-то может быть пересекаться. Она другая. Тут может быть женщина такая какую-то, то ли какой-то большой романтик, да, женщина по себе может быть. Тут сочетания какие-то такие. Женщина могла себя вести, я не буду говорить инфантильно, нет, это чуть другое. Ну, как ребенок, где-то наивная, доверчивая, где-то, может быть, настолько он даже удивлялся, как можно быть такой, да. Ну, будто бы нет мира сего. Тут без всяких подтекстов, просто другая. Но он эту историю как будто закрывает. Отчасти закрывает то ли воспоминания об этой женщине, и не хочет он, ну, как закрыл. У кого-то сердечко свое закрыл. Или даже тут не верит, даже до конца не верит, что может быть в искренность этой женщины. А тут по карте феечка, она может быть тут даже увлекается эзотерикой, психологией. Ну, в принципе, тут скорее эзотерика. Тут скорее что-то такое, знаете, далекое от его мира. Опять-таки, он мог в свое время включиться, тут карта охота, знаете, охотник-добыча. Я не хочу идеализировать вот образ этой женщины, да, она своеобразная, она ни на кого не похожая. Но тут на этой карте изображен вот этот дракон, змей какой-то черный, да, и глаза горят огнем желтым. И тут охота на эту овечку. Но рядом карта еще ребенок, это история о том, что правда, она где-то, может быть, не сопоставляла. До конца не понимала происходящее. Может, наивно верила в какие-то чистые эмоции и сама это испытывала. Но тут показано, как будто это время уже прошло. Эта вся история уже случилась. Опять-таки, может быть, хотелось ему ее завоевать. Может быть, произвести впечатление. Но охота и добыча, девочки, это скорее всего инстинкт охотника. Вот захотелось еще такой трофей. Вот такой женщины у меня не было. Вот она меня чем-то цепляет, мне важно ее заполучить. Вот. Но судя по вот этим картам дальше, мы же смотрим мужчину какого-то, кому покоя не дает ваша, твоя удача, твой успех. Мужчина показана почему-то болезненная. То ли история,
Тут и болезнь карта, и пьянство, и сердце. Это все как-то касается его бедного сердечка. Мужчина, может быть, сам, увлекшись этой охотой, неожиданно то ли подвлюбился, то ли как-то расслабился, то ли сам не ожидал, что так все сложится. Тут карта моря, и это метафорическая карта. Это эмоциональные качели. Тут он как в пучину этих эмоций, страстей. Тут эмоции, девочки. Тут не просто сексуальное влечение. Тут где-то как восторженный ребенок. Он где-то вот с ней контактировал, пересекался с этой женщиной. И неожиданно для себя, может, он даже испытал эти эмоции. Я не говорю тут, ну хотя тут любовь в сердце все-таки, да? Как я могу сказать, что это не любовь? Любовь. Но любовь это для него, то ли это закончилось, то ли это приносит ему очень много болезней, карта болезненных каких-то ощущений. У кого-то, если злоупотребляет алкоголем, то тут пытается вот это вот свое сердечко, знаете, как вечерами там или в выходные какие-то там тоскливые. Хотя у него, наверное, такого не очень много бывает, таких тоскливых вечеров. Почему? Объясню. Потому что он сам по себе солнце, общительный. Тут такой, знаете, скорее человек сможет сгруппироваться и там мужские компании, какие-то там охота, рыбалка, баня, что-нибудь такое, еще какой-то движ, плюс карьерный рост. Это все для него сюда. То есть сам по себе он такой активный довольно-таки мужчина. То есть, но в какие-то моменты, тут провал в сердечных делах, тут в каких-то моменты может быть пьянство, тут, ну, может, если злоупотребляет, если пытается заглушить какую-то боль сердечную, то я думаю, что за эту женщину он вспоминает. Ну, тут как-то так. При этом карта, говорящая о том, что может быть не свободен. И вполне возможно даже... Ну, не хочу эту тему тоже тут развивать, но может быть даже близкие стараются дать ему эту поддержку, любовь. А он тут страдает по кому-то другому. Так, ну вот так вот мне. Опять-таки, если по поводу женат, не женат, то десятка кубков это может быть семья. И тоже подсказка, что несмотря на то, что он, я сказала, сухарь, да, то есть рациональный, практичный, прагматичный, очень четко все по полочкам. При этом он не отрицает тут того, что, может быть, для того, чтобы быть в полной мере счастливой, ему нужна семья, поддержка, забота, внимание. Не факт, что он сам готов это все давать. Прям, но он в этом нуждается. Ну, вот так этот человек почему-то, вот этот мужчина мне вышел и покоя не дает. Ваша удача, ваш успех. Давайте посмотрим, что тут карточки вышли. Ой, моя ж ты заюшка, все так просто. И просто, и непросто. Почему? Да, отчасти вопрос. Почему не дает покоя ваш успех, ваша удача? Может быть, там ваши какие-то новые начинания, ваши, если вы не вместе, там ваши пути разошлись, эта история как-то случилась, сложилась. Он не ощущает того, что, ну, это все, как бы, точки расставлены. Может, в принципе, они то и расставлены, но чисто эмоционально у него этот гештальт, он не закрыт. Ему и не удалось в полной мере. Тут карта, смотрите, павлин, или там карта дьявол. И первая карта говорит о том, что все неустойчиво, зыбко. Ему хотелось бы, может быть, кайфануть. Вот это вот дьявол его держит. Это зависимость, созависимые какие-то отношения. Это страсть, сексуальное влечение. Это когда, допустим, там он ни о чем не думает, там, о своих делах, да, рабочие моменты какие-то. Тут в моменте общается с кем-то новым, и тут то ли поворот головы, то ли прическа, то ли тембр голоса, какой-то тембр голоса какой-то женщины в один момент ему напоминает об этой же желанной, любимой женщине, которая, он вроде думал, да все уже прошло, слава богу, выздоровел, да, а тут в один момент его может как окатить, как, да, из ведра, только не холодной водой, а я не знаю какой там, кипятком каким-то. И он понимает, блин, по дьяволу оно не отпустило, оно держит. И тут еще такой нюанс. Он рядом с ней, когда был с этой женщиной, он ощущал себя вот таким павлином. Крылышки, ну да, тут крылышки получается. Оперение это расправил. Может, ощущал себя желанным, красавчиком, мачо, такой на коне.
В принципе, как будто бы могли вы там корону ему начищать, конечно, дифирамбы петь, комплименты говорить, или он так считывал в ваших глазах это обожание, какую-то, может, безусловную любовь, не знаю, восторг. Он таким себя рядом с вами ощущал. Насколько это было длительно, не знаю, но в моменте, вот эти моменты, они у него засели в разных частях тела. Опять-таки, то вот поэтому где-то, может быть, раз не дает покоя, ну, где-то наблюдает, где-то следит, где-то собирает информацию по поводу вас. Опять-таки, состояние его само по себе. Он вроде бы думает, все хорошо, а тут момент, как говорю, как будто бы может накатить. Он понимает, по дьяволу не отпустила, и на самом деле ощущение такое вот какой-то барышни. Вроде сидит на этой жердочке, в любой момент вот эти вороны окружение какое-то вспорхнет, улетит, а эта дамочка шандарахнется вниз. Так и у него как будто бы выбивает периодически как почву из-под ног, может, какие-то сообщения о вас. Вот тут вот так. Давайте я еще на этих картах посмотрю. Почему, собственно, не дает вот ваши там какие-то новые проекты, у кого бизнес-проекты, у кого творческие, у кого ваш союз с кем-либо, может быть, там опять-таки союз, бизнес-союз или с каким-то мужчиной, партнером. Вот почему покоя не дает этому товарищу вот эти все ваши там какие-то начинания, достижения. Карта взлет. Угу. Хранительница. Ух ты. Сила. Почему? Почему это все не дает ему покоя? Угу. Потому что на самом деле у него очень большие есть сомнения по поводу того, если в свое время вместо какого-то равноценного, замечательного тут общения, взаимодействия, видите, ножницы состоят из двух лезвий, мужская фигурка и женская, образуя, в пару, да, они тут много дел могут совершить. В принципе, раскрыть потенциал, взаимодействуя, ножницы могут, так, допустим, порезать эту бумагу, да, то есть взаимодействуя, они становятся только сильнее, они как будто бы дополняют друг друга, друг другу даже своеобразной опорой могут быть, то есть выигрывают обои. А тут в вашем случае, может быть, как-то не совсем были корректно выстроены правильно эти взаимоотношения. И вместо вот этого взаимодействия, в котором обои бы, прикладывая усилия, обои бы действительно свои какие-то шансы повышали бы. Элементарно быть счастливее бы могли бы. Вместо этого тут какая-то дурацкая борьба была. И судя по вот этим вот его эмоциям, тут львиную долю он прикладывал. Может, боролся за свое, может быть, не знаю, хотел сказать, оперение, да, хотелось ему вот показаться красавчиком, востребованным таким. Тут как будто бы основная, не буду говорить ошибка, но проблема в этих то ли взаимоотношениях, то ли в попытке построить эти взаимоотношения заключалась в том, чтобы вместо равноценного взаимодействия, уважительного какого-то отношения друг к другу, я не буду тут все на мужчину спихивать, да, все-таки взаимодействие это с двух сторон идет. Люди боролись, может быть, там отстаивали, если женщина, да, отстаивала опять свои какие-то права, да, и желания, и потребности, да, и говорила, я хотела бы, чтобы ты так ко мне относился или проявлялся. А он там, может быть, мужчина в ответ говорил, да нет, уж я хочу, чтобы ты так ко мне относилась. Тут такое, просто показано как роковая, где-то ошибка все-таки. Вот эта карта крест, это говорит о том, что это отношения, может быть, даны были, с одной стороны, кармические партнеры, люди, которые пришли в жизнь друг друга, дабы изменить эту жизнь, дабы, может быть, не вместе они там даже выстроили там семью, деток родили, а в принципе стали каждый из
то ли мужчина, то ли женщина, каждый из них стали лучшей версией самого себя. И эти изменения, они тут хочешь, не хочешь, вот вы повстречали этого мужчину, и в вас запустились эти изменения. Вы сами по своей воле, может быть, не совсем даже по своей воле, но вы начали меняться. Может, какая-то информация пришла, может быть, опять-таки, как-то этот мужчина поменял на ваше мировоззрение, в принципе, восприятие взаимоотношений между мужчиной и женщиной. У кого-то тут вообще история могла такая проиграться. Да, вы ни с одним мужчиной до него, ни одному мужчине не позволяли так себя вести, да, и вы даже понимали разумом, так нельзя, нельзя прощать, нельзя на это закрывать глаза. А вот с ним вот что-то вот тут дьявол в две стороны действует. Это зависимость, может, созависимые отношения. Какие-то прям, у кого-то токсичные по дьяволу. Ну так вот, о чем мы? Мы, собственно, почему этому мужчине не дает покоя ваша удача и ваш успех. Почему? Потому что он реально видит, что вы не стагнируете. Вы там не превратились там, извините, уже не знаю, там в какую-то нищенку, которая стоит на паперти. При этом я никого не осуждаю, да, все мы ходим под Богом, и от тюрьмы, от суммы не зарекайся, но по факту он видит картинку, видит женщина, которая чего-то хочет, прикладывает усилия, карта взлет, планы у вас есть, какие-то стремления, он как будто узнает об этом, есть не регресс, а прогресс, да. По карте хранительница, это не просто там мыльный пузырь, а да, пшик, дабы, да, там, не знаю, там, произвести впечатление, или там как-то покрасоваться, или там выставить, я уже не знаю, где там картинки красивые, там, в сторис, пытаются там что-то друг другу показать людям. Нет, тут карта хранительница, это мудрость, и тут сова сидит на плече у женщины. Красота, мудрость, тут уже как будто бы зрелая женщина, мировоззрение зрелой женщины. И сила ваша. То есть человек действительно понимает, осознает, что вам под силу все те какие-то планы, мечты, устремления ваши, какие-то ваши, даже не знаю, даже можете как другой посмотрит, подумает, да это какое-то призрачные, да, какие-то мечты, это такое что-то нереальное. А он понимает, вы достаточно сильная, и вы можете это реализовать, вы правда можете это воплотить. И опять-таки, тут рядом с силой карта взаимодействия. Тут еще, наверное, зависть какая-то. По поводу чего? По поводу того, что вы можете давать силу мужчине, в котором вы рядышком находитесь. Тут зависть в плане, с одной стороны, у вас есть, может быть, какой-то партнер, он подозревает. С другой стороны, даже он завидует тому мужчине, который рядом с вами. Так как он понимает, что эта женщина, она является и вдохновителем, да, в принципе, поддержкой. В хорошем смысле вы женщина-то, которая рядом с мужчиной дает вот эту энергию, наполняет мужчину, сподвигает там на какие-то действительно свершения, действительно там восхищенно, может, смотрит даже, не просто смотрит, тут женщина, может быть, дает какие-то вовремя нужные подсказки, да, не вовремя вряд ли, не знаю, ладно, это уже такое. Так, девочки. Тут как будто бы он все это осознает, он все понимает. И в то же время идет четкое понимание того, что с вами история, она вроде бы как его не отпускает, но логически как будто бы уже и понимает, что, может быть, даже ничего уже не будет с вами. И как будто бы неправильно изначально отношения выстраивались. Вот эта борьба, вот это желание доказать что-то. Один второго, может, пытался подчинить. Может быть, как-то, я повторюсь еще, сочетание, да, укрощение строптивой, строптивого. Нет, будет по-моему. Нет, я сказала, будет по-моему. Тут я не ищу тут, кто прав, кто виноват, кто вообще, кто вообще ни при чем. Да? Тут в принципе показано место гармоничного взаимодействия, от которого бы обои выиграли. Тут какая-то нелепая суета, возня, борьба. Вот тут такое что-то. Так, давайте еще конкретно. В чем, да? В чем это проявляется? Вот, может быть, чему конкретно человек завидует? Или
Почему покоя не дает? Хотя мы тут уже увидели, тут зависть к вашему то ли избраннику, то ли потенциальному избраннику. По поводу чего-то зависть. Угу. Ух, тут вообще у кого-то, знаете, так интересно, он понимает, что с вами не соскучишься, в хорошем смысле, и ну, во всех смыслах, да. Ящик Пандоры. Это женщина, которая привлекает и полна сюрпризов. В здравом уме как будто бы от вас мужчина не откажется. Это может быть, как, конечно, провокация, типа я от тебя отказываюсь, да, тут у меня другие планы, да, но при этом будет за вами следить и ждать, может быть, вы проявитесь, да, вот тут как-то так провокационно. Ну, тут в чем смысл? Все равно манкой вы такой остаетесь. Привлекательной, сексуальной, манкой. У кого-то запретный плод сладок. Если вы не свободны, то это тут свою изюминку добавляет, если можно так сказать, гору изюма. Так, покоя не дает, удача, успех. При этом ревнует тут еще человек. Тут ревнует, он почему-то думает, что вы можете подпустить к себе, если нет у вас там постоянного мужчины. А у кого-то думает, если даже постоянный есть. Тут каких-то любовников может вам приписывать. Может при этом он говорит о том, что с одной стороны вам могут голову заморочить вот эти любовники, да, а с другой стороны даже, ну, тут карта деньги летят какие-то, я не знаю, ритуал. Тут такие странные карты, он может быть даже, знаете, тут ревность и ощущение того, что да, тут какие-то приедут с деньгами, голову ей заморочит, она их подпустит к себе близко, вот, и войдет, может, в союз какой-то, даже кратковременный. А кто-то вообще, может быть, приписывает вам тут, ну, не знаю, тут карта ритуал и вот эти деньги. Вы можете быть как талисманом. Женщина, которая приносит удачу, успех, там, даже, не знаю, там, в бизнесе, даже если вы рядышком с мужчиной находитесь, рядышком, да, в союзе с ним, то у мужчины могут дела лучше идти. Ну, понятно, энергетически вы поддерживаете. Вы такой талисманчик. При этом тут между строк такое, знаете, ощущение, что и вы не глупая. Вы, как будто бы, по его мнению, выбираете каких-то мужчин интересных, ресурсных. Вот такое, как будто бы вам нищий студент, это не совсем ваш выбор, да, вам какие-то тут с деньгами. Может быть, где-то наблюдает, анализирует, ему кажется, там вас кто-то холит, лелеет, балует, да, вы там подарки какие-то получаете. Хотя вы мне сейчас напишите, да, я работаю на 3 работах, я сама себя обеспечиваю, сама себе подарки делаю. Но он это считывает, что вы можете там какие-то войти в взаимоотношения, где на вас какой-то мужчина будет в моменте вот так вот деньги, ну, как разбрасывать и на вас тратить. Так, ну так а тебя что это колышет? Монеты, деньги, я не поняла, а что тебе, денежный вопрос? Маяк. Ну, ему хотелось бы, чтобы рядом с ним была такая женщина. Может быть, у него бы доход улучшился, увеличился. Ну, тут вы выступаете в роли вот этого маяка. Где-то ориентир на вас, где-то с вами сравнивает там остальных женщин. На свет. Вот тут вот большой акцент делается на вашу энергетику, на вашу тут привлекательность, сексуальность. Ну, тут больше моральные даже качества. Тут даже энергетика, да, но тут как будто бы он уверен в том, что ну, рядом с вами классно, рядом с вами вот он свои ощущения какие-то вспоминает. Может быть, даже эти ощущения он сравнивает, когда с другими женщинами, а оно как-то не так, по-другому. Ну, это другое совсем. Совсем все по-другому. Так, почему? Почему покоя не дает ваша удача и ваш успех этому мужчине? Ревность. Вот смотрите, вышла карта ревность. Ну, ревнует. Может быть, там, если у вашего нынешнего мужчины, там, не знаю, у кого бизнес, у кого, в принципе, какое-то социальное положение, у кого-то карьерный рост, у кого-то, в принципе, он даже может и не знать, и он может приписывать это. В принципе, ревность, что вы где-то рядом с кем-то даете эту
энергию вкладываете, время, свои ресурсы. Ну, кто-то с вами проводит это время. Как будто бы бонусы кто-то получает, а не он. Почему не ему вы дарите это все? Почему не наполняете вы его этой энергией? Вот такой у меня сегодня расклад вышел, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.